27 июля 1841 года. Пятигорск. В тот день над горой Машук свирепо громыхал гром. Стрелы молний летали с такой скоростью, что казалось, горы вот-вот разлетятся в щепки. Вдруг яркий всполох осветил мертвое тело. Жуткая бледность разлилась по юному лицу. Мундир набух от крови. Сколько здесь пролежал этот молодой человек, один под проливным дождем? Час? 3? 5? Вдалеке послышался стук колес. Подтянулись дроги. Двое мужчин бережно погрузили тело, и повозка медленно двинулась в сторону Пятигорска. А утром разнесся страшный слух. Лермонтова убили. Убили Лермонтова. На следующий день комендант города назначил следственную комиссию. Выводы однозначны. На 27-м году жизни известный русский литератор погиб на дуэли от рук офицера в отставке Николая Мартынова. Но до сих пор смерть Лермонтова остается одной из запутанных загадок. Версий и вопросов множество. Это был честный поединок или хладнокровное убийство? Что если смерть ссыльного литератора связана с политикой? А может, виновата женщина? Поэта преследовал злой рок? Лермонтов сам искал смерти? Михаил Лермонтов появился на свет 15 октября 1814 года, 3 октября по старому стилю, в Москве, в доме напротив Красных ворот. Сегодня рядом с этим домом стоит памятник поэту. По легенде, в ту ночь, принимая роды, акушерка побледнела и едва не выронила младенца. Этот мальчик своей смертью не умрет. При желании мистику можно усмотреть и в зеркальных датах рождения и смерти поэта. И не только в этом. В его годовщины всегда что-то жуткое случается. В столетие рождения в 14 году Первая мировая, в столетие смерти в 41-м Великая Отечественная, заметила Анна Ахматова. Мама умерла, когда Мише было всего 2,5 года. Заботы о мальчике взяла на себя бабушка. Убитая горем Елизавета Алексеевна решила сама воспитывать внука до совершеннолетия и препятствовала встречам сына с отцом. Почему-то именно его винила в том, что Мария заболела чахоткой. Ее любовь к Мишелю была безграничной. Бабушка выписала из-за границы лучших врачей, которые поставили мальчика на ноги. Покупала лучшие книги, нанимала домашних учителей, возила на воды. Не отказывала ни в чем. Мишель рос избалованным, но неуверенным в себе. Хотя гениального демона, который стал визитной карточкой поэта, начал сочинять еще в 15 лет. Печальный демон, дух изгнанья, летал над грешною землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой. Когда будущему классику русской литературы исполнилось 16, он создал первый вариант великого стихотворения «Бородино». «Постой-ка, брат Мусью, что тут хитрить, пожалуй, к бою? Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою». В Императорский Московский университет Лермонтов поступил в 1830-м. Начал на нравственно-политическом факультете, продолжил на словесном. Учился блестяще, но авторитетов не признавал. Рассказывали, однажды профессор словесности Петр Победоносцев был удивлен его ответом. «Это правда, господин профессор. Того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло». Вскоре язвительному не к месту студенту было посоветовано уйти. Лермонтов поступает в школу кавалерийских юнкеров. Восторженно делится с подругой. «Я теперь воин. Быть может, это особенная воля провидения».
Редкие встречи с отцом стали для Миши особой радостью. Счастьем были его письма, их можно сколько угодно раз перечитывать. В 17 лет он получил последнее письмо завещания. Там были строки: «Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце, не ожесточай его даже и самою несправедливостью и неблагодарностью людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые тобою пороки. Отец твой Юрий Петров Лермонтов». Так рано лишившись материнской любви, а потом и возможности общаться с отцом, Михаил переживал душевный надлом, был скрытным, резким, обидчивым. Страдания и потери – повод для глубинных размышлений о жизни, ее непредсказуемости и хрупкости. «Я предузнал мой жребий, мой конец, и грусти ранняя на мне печать. И как я мучусь, знает лишь Творец, но равнодушный мир не должен знать». Не зря Лермонтова часто называли русским Байроном, поэтом романтической школы. Ей-то и свойственны темы тоски, страдания, одиночества, бунтарства. Правда, Лермонтов будет возражать: он особенный. «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник, как он гонимый миром странник, но только с русскою душой. Я раньше начал, кончу ранее». Что это? Предчувствие ранней смерти? Байрон умер в 36. И все же мистическую версию гибели Лермонтова стоит отмести как несостоятельную. Его смерть была не мистической, а самой, что ни на есть, реальной. Из документов следствия. Майор Мартынов, выстрелив из рокового пистолета, убил поручика Лермонтова, не успевшего выстрелить из своего пистолета. На месте, где Лермонтов упал и лежал мертвый, приметна кровь, из него истекшая. 1837 год. 27 января по старому стилю. Пушкин стреляется с Дантесом и через 2 дня умирает. Лермонтов так потрясен, что изливает душу в обличительных стихах. «Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой». Потом добавляет: «Вы, жадную толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи». Стихотворение передают из рук в руки как прокламацию. До этого Лермонтова как поэта знали лишь в узких кругах. Теперь же все твердят: как дерзко, как талантливо. Так смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта – Лермонтова, вспоминал модный в те времена сочинитель Владимир Сологуб. После крамольной эпитафии Николай I и шеф жандармов Александр Бенкендорф взяли поэта на карандаш. Бесстыдное вольнодумство, более чем преступное. Император даже направил к Лермонтову врача. Удостовериться, не помешан ли. Завели судное дело. В чине поручика выслали на Кавказ. С тех пор, как выехал из России, я находился в беспрерывном странствовании, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чуреки, пил кахетинское. Для меня горный воздух – бальзам. Хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит. Ничего не надо в эту минуту, писал ссыльный поэт. Военно-грузинская дорога, Тифлис и место, где сливаются струи Арагвы и Куры. Это место рождения одновременно и живописного полотна кисти Лермонтова и поэмы Мцыри. «Я мало жил и жил в плену, таких 2 жизни за одну, но только полную тревог я променял бы, если б мог». Свобода – вот главное. Лермонтов ощущает небывалый подъем. Год для него оказался плодотворным. Раньше он сочинял больше для души, теперь хочет оставить след в литературе, встать в один ряд с Пушкиным. А бабушка не теряла времени, подняла все связи и вымолила для Мишеля прощение у императора.
По приказу Николая I его перевели в Гродненский гусарский полк в Москву. В начале 1840 года Лермонтов дерется на дуэли с сыном французского посла Барантом. Оба живы-здоровы, но император подписывает приказ поручика Лермонтова перевесть в Тенгинский пехотный полк тем же чином. Снова на Кавказ. На этот раз в самое пекло. Лермонтов так смело дрался с чеченцами в отряде генерала Голофеева, что удивлял даже видавших виды вояк. Особенно проявил себя на речке Смерти, Валерик. Из официальных сводок. Поручик Тенгинского полка Лермонтов исполнил возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием. Так все-таки мог Николай I заказать политическое убийство поэта? Врач Барклай де Толли, который констатировал смерть Лермонтова, установил: пуля прошла под углом 36 градусов. Как такое возможно? Может, стрелял кто-то третий? Сегодня очевидно, все это домыслы. У императора есть алиби. О дуэли он узнал лишь спустя 2 недели из донесения жандармов. А на основании показаний Мартынова и секундантов были произведены расчеты. Лермонтов стоял выше противника и поднял руку с пистолетом вверх. Потому-то пуля Мартынова и прошла под углом на вылет. Да, Николай не любил модного литератора со взбалмошным характером, но и мотива устранять поэта у него не было. Что же тогда случилось? 25 июля 1841 года. Пятигорск. Светский раут в доме сестер Верзилиных не предвещал беды. Дамы хотели музыки и танцев. Кавалеры произвести впечатление на дам. Князь Трубецкой сидел за роялем. Михаил Лермонтов разговаривал на диване с братом Пушкина Львом Сергеевичем и хозяйкой вечеринки Эмилией и подшучивал над давним приятелем Николаем Мартыновым. Неожиданно музыка смолкла, и все услышали, как, рассмеявшись, Лермонтов сказал по-французски: «Горец с большим кинжалом». Прозвучало двусмысленно. Мартынов побледнел. «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах!» Выбежал из комнаты и вскоре вызвал Лермонтова на дуэль. Мартынов хотел убить поэта из-за ерундовой насмешки? Может, причиной поединка 2 старых приятелей была женщина, та, которой Лермонтов посвятил написанные в Пятигорске строки? И в этот час таинственный, но сладкий для любви, тебя, мой друг единственный, зовут мечты мои. По слухам, оба одновременно увлеклись 26-летней Эмилией Верзилиной. В Пятигорске ее называли «Розой Кавказа». В ее присутствии Лермонтов и произнес слова, за которыми последовала дуэль. Но эта версия не нашла подтверждения. Однако потомки убийцы Лермонтова уверены, Эмилия ни при чем. Вызов был связан с Натальей, сестрой Мартынова. Поэт ухаживал за ней, потом бросил. Но биографы поэта другого мнения, романа между ними не было. В жизни Лермонтова было немало влюбленностей. В юности предметом воздыханий была Екатерина Сушкова, первая светская красавица. Ей 18, ему 15. Мисс Черноглазка смеялась над пылким Мишелем, который посвящал ей чувственные строки. «Так я молил твоей любви с слезами горькими, с тоскою, так чувства лучшие мои обмануты навек тобою». Впрочем, под конец жизни светская дама писала мемуары и могла сильно преувеличить чувства к ней поэта. Многие биографы уверены, для Лермонтова история любви была рядовой. Через несколько лет они встретятся, но это уже будет другой Лермонтов. Он жестоко отомстит Сушковой, расстроит ее свадьбу с Лопухиным, завоюет и бросит. Как-то в гостях Мишель увидел Наталью Иванову,
тонкая, гордая. Сначала девушка принимала его ухаживание, а потом предпочла другого. Теперь уже Лермонтов почувствовал себя растоптанным. Страдал так глубоко, что написал целый цикл легендарных ивановских стихов. «Я не унижусь пред тобою, ни твой привет, ни твой укор не властны над моей душою. Знай, мы чужие с этих пор». С главной любовью своей жизни Варенькой Лопухиной, по крайней мере так о ней отзывается большинство литературоведов, Лермонтов жил по соседству в Москве. Михаилу нравилось ее рисовать. Вот она в образе испанской монахини, а вот в просторном капоте. Одна из жемчужин его любовной лирики «Молитва» адресована Лопухиной. «Не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного». Тем не менее, на серьезные отношения не решался. Он будто черпал вдохновение в неразделенной любви и страданиях, мечтал только о недоступном, как демон, которому стоит завладеть Тамарой, чтобы в ту же секунду перестать мечтать о ней. Прошло немного времени, и Лермонтов отправился в ссылку на Кавказ. По дороге решил заехать в Пятигорск, где встретил давнего приятеля Николая Мартынова, и, похоже, версия «Шарше-ля-фам» тут абсолютно ни при чем. В конце жизни Мартынов признался, не случись той дуэли в Пятигорске, все равно бы вызвал Лермонтова к барьеру. Он был невыносим. Если бы я промахнулся тогда на дуэли, я бы убил его потом. Неужели правда? Или сказано в сердцах, ведь, убив Лермонтова, Мартынов наклонился к нему и поцеловал. – 27 июля 1841 года. Пятигорск. У горы Машук дуэлянты ждали команды. Мартынов заметно нервничал, Лермонтов спокоен, даже весел. «Сходитесь!» – выкрикнул один из секундантов. Мартынов быстрыми шагами направился к барьеру. Лермонтов остался на месте, поднял вверх руку с пистолетом и громко сказал: «Я в этого дурака стрелять не буду». Мартынов побледнел. Отказ стрелять у барьера считался оскорблением противника. Накатила волна ненависти. «Я вспылил», – позже признался следователю, подчеркивая, что не хотел убивать. Ни секундантами, ни дуэлью не шутят. Установить предельно точно, что происходило в тот вечер у горы Машук, сегодня невозможно. В рассказах потомков очевидцев дуэли есть явные разночтения, а достоверно известно следующее. Николай и Михаил были знакомы с детства. Имение Мартыновых недалеко от Тархан. Мальчики почти одновременно поступили в военную школу. Уже там Лермонтов окрестил Мартынова «мартышкой» и обожал над ним подшучивать. Мартынов не отставал. Дал Лермонтову прозвище «Маёшка», так звали уродливого карлика из французского романа. Их дружба-вражда была давней. В конце жизни убийца поэта вспоминал: с самого приезда в Пятигорск Лермонтов не пропускал случая, где бы не сказать мне неприятность. Остроты, колкости, насмешки на мой счет не прекращались. Я решил положить этому конец. Дерзкий нрав поэта часто вызывал негодование окружающих. Это был настоящий дьявол, воплощение шума, буйства, разгула, насмешки. Он не мог жить без того, чтобы не насмехаться над кем-либо. Он был желчным и нервным и имел вид злого ребенка, избалованного, наполненного собой, упрямого и неприятного до последней степени. Однако сегодня биографы Лермонтова склоняются к версии, что смерть поэта больше похожа на несчастный случай. Оба дуэлянта не хотели, чтобы ссора закончилась так непоправимо, поэтому не взяли с собой ни повозки, ни врача. Секунданты вспоминали, после поединка собирались ехать отмечать примирение и пить шампанское. Весело испытывать судьбу, когда знаешь, что она ничего не может дать хуже смерти, размышлял Лермонтов в
в «Фаталисте». Свой знаменитый роман «Герой нашего времени», куда включена эта повесть, он закончил за год до роковой дуэли. Интересна версия философа Владимира Соловьева. Смерть на дуэли Лермонтова – его фаталистический эксперимент. Поэт затеял игры с судьбой, поставил на кон свою жизнь и проиграл. Сделал то же самое, что и его Печорин в «Фаталисте», только исход оказался другим. Лермонтовский Печорин – уникальный человек. Он страдает и приносит страдания другим, при этом остается одним из самых живых и привлекательных героев классической русской литературы. Лермонтов написал роман о себе самом, говорили многие, когда его не стало. Сам автор утверждал, это собирательный образ, портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Лермонтов во многом действительно был похож на своего Печорина. Ангельские, неистовые и гениальные звуки его поэзии и прозы уникальным образом сочетались с тем адом, тоской и одиночеством, которые он носил в душе. Константин Бальмонт утверждал, с ним говорят и демоны, и ангелы. Слово слушается его, как змея заклинателя, восхищалась Анна Ахматова. Или как пророка. С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Саркастичный, ранимый, неравнодушный, коварный, злой, вероломный, нежный, чувствительный, страдающий без любви. Не было в России поэта с более изломанной душой, но обладавшего такой мистической силой воздействия на людей. Если Пушкин во всем стремящийся к гармонии солнце русской поэзии, то Лермонтов – ее луна, но после его смерти великая русская литература пошла именно лунным путем. Современники вспоминали, что Лев Толстой говорил: «Если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский». И если думать в этом направлении, любые попытки объяснить причины той злосчастной дуэли теряют всякий смысл.